У меня первый вопрос. Ты что, едешь в Америку? Какая разница, какой курс доллара? Я всегда был сторонником и продолжаю быть сторонником веры в гривну как в денежную единицу. Здравствуйте. Сразу хочу поблагодарить своих подписчиков. В воскресенье на стриме было почти 3200 человек. Отличный показатель. Присоединяйтесь. Напоминаю, каждое воскресенье вечером анонсы всегда есть на моем канале. Прямой эфир, ответы на все вопросы, много интересного. А сегодня вынужденно я должен говорить о личностях. И, наверное, большую часть материалов, которые выпущены на этой неделе, будет посвящена конкретным личностям. Это мой самый нелюбимый жанр, но я понимаю, что я вынужден это делать. Почему? Потому что на том же стриме каждый третий вопрос: Денис, а как ты относишься к этому? Людям интересны личности. Но это полбеды. Самый большой вред, который наносят люди, о которых я буду говорить, в том числе и сегодня, это то, что они обыдляют вас, оболванивают, и вы потом просто неправильно мыслите. И самое страшное в этом всем, что эти люди являются просто лицемерами высшей гильдии. Ну поехали, сегодня будем говорить о так называемом бегущем банкире Андрее Анистрате. Кумир, как оказалось, молодежи, человек с большим YouTube-каналом, который там и про спорт говорит, и про экономику, и про финансы, бывший банкир Андрей Анистрат. Когда у человека был банк, который назывался «Национальный кредит», по свидетельству многих моих знакомых, он вел себя, я извиняюсь, ничего личного, как настоящее чмо, которое к людям относилось, поведение было в стилистике бывшего главы офиса президента Зеленского Андрея Богдана. То есть считал людей за ничтожество, разговаривал с людьми, мягко говоря, некорректно. И, скажем так, слава богу, что наши жизненные пути на том этапе не сошлись. Потому что у меня к такой истории нулевая терпимость. Дальше случился банкопад, и банк он потерял. Что случилось потом? Масса людей недополучила свои депозиты. В общем, огромные, я знаю, что были проблемы у людей, которые на счету держали деньги, то есть которые в этом банке обслуживались. По информации из прессы, этот банк был чисто отмывочный, то есть работал как конвертационный центр. Я знаю, очень влиятельные люди там хранили свои деньги и обслуживались, и делали свои темные дела, которые вполне привычны для нашего общества, и для нашей страны, и для нашей гнилой системы. Так вот, этот банк упал, опять-таки, по информации из прессы, там были и офшоры задействованы, непонятно, Анистрат бабки оттуда увел и припрятал, или рассчитался только с большими людьми, а с теми, кто в его классификации рангом пониже, получилось так, что кинул. Но скандалов там было навалом, было много судов, и, конечно же, как получилось потом, классика жанра. На эти суды он притащил с собой Сергея Таруту, наверное, просто так, Сергей Тарута, которого в прессе называют олигархом, который, опять-таки, по пониманию наших людей является олигархом. Наверное, просто так он туда приехал. Наверное, никаких у него интересов, конечно же, в этом банке не было. Но когда ты привозишь с собой такого медийного, известного, богатого человека на суд, это называется не что иное, как давление на суд. Это дело прошлое. Сейчас у Анистрата ферма, он там молочко, творог и все такое продает, выращивает, показывает людям, но в то же время продает какие-то курсы. Короче, такая вот смешанная деятельность, дауншифтинг произошел. Да, тот самый Сергей Тарута, который очень известен своей классической цитатой в небезызвестном интервью Дмитрия Гордона. Как стать богатым человеком, как сделать капитал? Для того, чтобы сделать капитал, для начала надо сделать хотя бы стартовый капитал. Он говорит, а что нужно сделать для того, чтобы стартовый капитал? Он говорит, для начала нужно хотя бы иметь стартовый пистолет. Поэтому намек вы поняли, да, как у донецких зарабатываются деньги. Нет стартового капитала, нужен хотя бы стартовый пистолет. Дальше комментировать не буду. Давайте перейдем к самому главному, конструктиву. Что же все-таки говорил Анистрат и какие были его взгляды, когда он был банкиром и человеком, которому казалось, что он Бога за бороду ухватил? Вторая реакция на обычного человека – пойти взять кредит и не вернуть его. Это реакция украинского человека. Сейчас обесценит. Я сейчас, у меня сейчас есть остаток денег, я вместо того, чтобы пойти погасить кредит в банке, я пойду куплю доллар. Потом я посижу на долларе, и через какое-то время этот доллар продам, высвободившейся валюты, заработаю. И пойду и погашу кредит потом. Вот таких тоже очень много. То есть вы поняли, по мнению банкира Анистрата, человек должен преследовать его интересы, других банкиров, государства, но только не свои личные. Есть что-то ненормальное в том, что ты действуешь экономически, каждый человек, каждый украинец, так как это выгодно тебе.
По его мнению, это что-то ненормальное, и он уже оскорбляет и унижает людей, как бы насмехается с них. Я всегда был сторонником и остаюсь, продолжаю быть сторонником веры в гривну как в денежную единицу. Клянусь здоровьем детей. На прошлой неделе у меня там вышло 100 тысяч гривен с одного проекта. Я их понес на депозит. Конечно, какая-то бабушка может посчитать, что если бы я купил доллар по 14, а сейчас продал по 16, причем у меня возможности по этому поводу гораздо больше, чем у бабушки, гораздо, подчеркиваю, я бы, наверное, что-то нажил. Сторонник гривны, поняли? Банкир, который сторонник гривны. Я хочу увидеть хоть одного банкира вживую, который вообще свои сбережения и активы хранил не в долларах, не в евро, а в гривнах. То есть это то самое, о котором я говорил, обыдлячивание, оболванивание людей. Понятно, за 1,5 года гривна может обесцениться. Тогда надо идти в этот большой банк и продлевать свой депозит под высокую ставку, которую он сейчас предлагает, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он даже ее не платит. Но все равно она начисляется. Вот это вот и совет. Ну давайте я вам напомню, что когда гривна только появилась как валюта, 1 доллар стоил гривну 20, на сегодняшний день только благодаря помощи международных партнеров доллар стоит более 40 гривен. Если бы не помощь западных партнеров, он бы уже 500 гривен стоил. Ну как вам мнение Андрея Нестрата? Идите в банк, продлевайте депозит, не возвращает банк депозит, тоже нормально. То есть беднейте, нищайте, будьте идиотами, пока я буду и другие банкиры зарабатывать деньги. А главное, Национальный банк Украины и все, кто там кормится. У меня первый вопрос. Ты что, едешь в Америку? Какая разница, какой курс доллара? Оппоненты вскрикивают. Да как, какая разница? Вот то дорожает, то дорожает, то дорожает. А что дорожает? Бензин, газ, автомобили, вычислительную технику, бытовую технику, еду. Отчасти. То есть, если в сухом остатке посмотреть на среднего украинца, ну, меньше он будет покупать мобильных телефонов. Реже будет менять автомобили, дождется лучших времен. Ну, то, что вы сейчас слышали, так мог говорить только последний подонок. Это какое надо иметь неуважение к людям вообще, чтобы быть банкиром и такую чушь нести. Напишите, пожалуйста, сколько из вас на депозитах потеряли деньги, и ваши знакомые, ваши друзья. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А кто первый раз на моем канале, обязательно подпишитесь на канал, чтобы вот такие жулики вас не разводили и не оболванивали. А если комментировать, хотя мне противно комментировать то, что он сейчас сказал, как и все остальное, что он говорил, по поводу, к чему привязан доллар. Да, вообще-то недвижимость привязана к доллару. Да, собственно говоря, автомобили привязаны к доллару. И вообще все. А учитывая, что практически все в Украине импортируется и мало что производится из нормальных продуктов, то непосредственно все связано с долларом. А гривна, как оказалось, это просто бумажка и, о чем я позже расскажу, инструмент для обворовывания населения. Но у банкира Нестрата было, конечно же, другое мнение. В каком большом банке можно прийти к кому-то и взять персональное обязательство за то, что с деньгами будет все нормально? А ко мне можно прийти. Я живой человек. Помнишь, я пукаю, какаю, так как все остальные люди. Не, ну пришли. Куча людей потеряли деньги, вот такие вот обязательства. Что здесь можно прокомментировать еще? Чем сейчас занимается Анистрат? А сейчас Анистрат делает интервью с разными негодяями, например, типа такими, как Сергей Марченко, министр финансов Украины. Это вообще отдельный персонаж, который я уже неоднократно тоже комментировал. И вот просто послушайте, что они там обсуждают. Например, я только одну цитату выдерну, и больше ничего. Кто хочет, зайдите, посмотрите, сделайте просмотр Анистрату, чтобы просто понять, какая это все тухлятина. Сидят два нарцисса и с высокой горы обсуждают, что делать. На самом деле это такая пустая болтовня, с которой вы для себя ничего не возьмете. Но он считает своим долгом сделать такое интервью и выпустить на большую аудиторію. Ще позиція, чи з'явилися якісь нові напрямки того, що може бути розвинено в країні? Ми там минулий раз говорили там про майнінг, про ще якісь історії, що може бути навколо, що може дати додатковий плюс. Можливо, там легалізація, можливо, ще щось. Ну, такі речі, які на поверхні начебто є, але начебто їх і немає. Я ж тобі минулого разу відповідав. У мене Інший компетішн. інші компетенції, да. Я, на жаль, або на щастя, в мене мозок не сформований думати, бізнес-логіку не формує. Тобто я не знаю, відверто тобі скажу, які сфери, сектори,
які можуть бути привабливими для інвестицій, для бізнесу, особливо в умовах військового стану. Вот он, Марченко, великий министр, который признался, что у него нет менталитета и мышления бизнесмена. Хотя по информации из прессы и на заборах пишут, что он участвует в огромном количестве тем на строительстве, там. Ну это, конечно же, наверное, неправда, я так просто сказал. Ну так вот, скажите, пожалуйста, люди с такой ментальностью что-то великое для Украины сделают? Никогда и ничего не сделают. И им будет мешать сначала попередники, потом война, потом все что угодно. Нет никаких идей, никакой концепции. Вот он сейчас говорит, там, Анистрат ему уже подталкивает, может что-то легализировать. Не-не-не, вообще ничего не понимаю, вообще не трогайте меня. И в итоге он вообще ответил не на тот вопрос, который ему задавал Анистрат. Что я вам хочу сказать? Война – это мега шикарное время, как это цинично бы не звучало, для самых смелых экономических реформ. Именно сейчас время для легализации проституции, для легализации криптовалют и создания самых лучших условий для криптовалют, для всех операций по криптовалюте. Это самое лучшее время для легких наркотиков, для марихуаны легализация. Самое лучшее время для легализации порно, потому что это все будет ВВП, копилочка ВВП нашей страны. И потом, когда закончится война и пойдет экономический рывок, с плохим или хорошим правительством, это все будет только приумножаться в разы. И это всегда будет магнитить деньги на территорию Украины. И это легализовано у очень большого количества стран, которые просто в разы богаче Украине, и ничего плохого с обществом там не происходит, никто не разлагается. Не хуже, чем украинцы. Вот так. Но у него нет никаких идей. Зато он ведет в серьезном издании Time колонку. Не знаю зачем, правда. И я хочу вам почитать, что этот балбес там рассказывает. Министр экономики Сергей Марченко в колонке для журнала Time пишет, что нынешней финансовой поддержки Украины со стороны Запада недостаточно, поскольку война затягивается. Он сообщил, что в 2023 году около 50% государственного бюджета направится на национальную безопасность и оборону. Месяцы войны превратили Украину из страны со стабильными и перспективными финансовыми показателями в страну, которая направляет все ресурсы на борьбу, борясь с тяжелыми экономическими последствиями, пишет Марченко. Он называет неутешительные цифры: экономический спад на 30%, инфляция на 28%, до 8 миллионов беженцев, безработица около 30%, сотни разрушенных или поврежденных предприятий и производств. Внимание! По его словам, в 2023 году дефицит государственного бюджета Украины достигнет 38 миллиардов долларов, а текущего уровня поддержки недостаточно. Цитата. «Поддержка международных партнеров сыграет решающую роль в том, что мы переживем 23-й бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжить предоставление грантов в Украине, а также предложение Еврокомиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно», пишет Марченко. Марченко считает, что решить проблему поможет реализация предложения Зеленского и Шмыгаля о создании платформы для финансовой координации, по примеру военной платформы «Рамштайн». Идея разработки этой платформы заключается в том, чтобы на регулярной основе собирать за стол переговоров страны-члены Большой Семерки и международные финансовые институты, чтобы облегчить обмен информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное эффективное направление финансовой помощи от различных доноров, пишет Марченко. Это обычный бухгалтер, которому надо только лишь ручейки, чтобы стекались деньги, а он их будет распределять. Безусловно, честно, и все на благо граждан Украины, без никаких тем, без участия олигархов и других темных лошадок. Конечно же нет, это я подтверждаю, естественно. Вот какие люди управляют Украиной, вот какие люди типа занимаются стратегией. Но запомните, стратегия у них одна. Долг, долг, долг. Пациент уже мертв, скорее, чем жив, а вы дайте в долг, чтобы погасить долг, который погашает долг, и тот долг тоже погашает долг. Никакой концепции не было ни до войны, не надо съезжать, ни тем более во время войны. Хотя сейчас можно делать все, что угодно, хуже уже не будет, потому что Украина жива благодаря США, слава Богу. И экономика тоже как-то шевелится на героизме украинских предпринимателей и благодаря США и другим странам-партнерам нашим. Думайте, пожалуйста, думайте, кого вы слушаете, а главное, кто вам таких приводит. И не так приводит, как дуть какого-то кучеру, чтобы показать, какой это идиот, а он его как авторитета вам представляет. Кстати, кто не знает, Анистрат подавался, вот помните, когда Зеленский шел во власть, «Слуга народа» партия создавалась, надо было там видео, не помню, как это называлось, надо было видео свое отправить, типа как социальный лифт, расскажи о себе, и может быть мы тебя возьмем в команду. Анистрат подавался, не взяли. Но я в шоке. Недавно я увидел, что Зеленский подписан на Анистрата в Инстаграм. Это в моей матрице это не укладывается. Зачем это Зеленскому? Только одно предположение: от полной бестолковости.
Я думаю так, надо Анистрату и дальше заниматься козочками, коровками, курочками, рассказывать, как выращивать, какие ингредиенты, как кормить, как там удобрения для земли лучше сделать, чтобы она была плодороднее, чтобы эти животные быстрее и здоровее росли, чтобы был качественный продукт, чтобы вы могли прийти у него купить продукт. А стоит ли чему-то у него учиться и может ли вам чему-то научить? Ну, не знаю. Если там в фаворе такие люди, для которых для стартового капитала нужен стартовый пистолет, или украинцы, идите поднимайте банк, государство, о своих интересах забудьте, покупайте гривну, продлевайте депозит, даже если вам его не платят. Вот сделайте выводы сами, не надо обсуждать меня. Я вам подал информацию, хотя я не журналист и даже не блогер. И напишите, что вы по этому поводу думаете. Потому что это очень важно. Такие люди формируют общественное мнение. И самое главное, вещают на большую аудиторию. От этого строится какое-то мнение и мировоззрение в головах у людей. И такое государство мы имеем, как мы имеем. Вот у нас уже ракеты над головой. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Дальше будет еще интересней. Пока.